во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Рождество Христово. Когда приблизилось время Деве Марии родить сына, своего первенца, вышло повеление от кесаря Августа сделать перепись по всей земле. Будучи потомком царя Давида, праведный Иосиф вместе с Девой Марией отправились из галилейского города Назарет в Вифлеем, город царя Давида, близ Иерусалима. Именно в Вифлееме наступило время родов, что в точности соответствует словам древнего пророчества, изреченного пророком Михеем. «И ты, Вифлеем, Еврафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». Однако святому семейству не нашлось места в гостинице. Никто не приютил бедных странников. И если бы жители Вифлеема знали, кто стучался в их двери в те зимние дни. Но, как сказал евангелист Иоанн, Спаситель пришел к своим, и свои его не приняли. И эти горькие слова в равной степени относятся как к рождению Спасителя, так и к его крестной искупительной смерти. Какое великое таинство Боговоплощения и какое великое смирение Божие! Господь пришел в этот мир не в своей небесной славе, поскольку она была бы нестерпима для грешного человека, и не в славе земной, поскольку она суетна и мимолетна. Он воплотился в образе раба, чтобы послужить падшему человечеству. Рождество Христово произошло в вертепе, убогой пещере, в которой держали домашний скот. Пречистая Дева спеленала Бога-младенца и положила его в ясли. Маленький городок спал, не зная о произошедшем чуде, и только в поле поблизости не спали пастухи, охранявшие стадо. Вдруг им явился ангел Господень, и слава Господня осияла их. Они сильно испугались, но ангел сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господень. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога, слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли на небо, пастухи поспешили в Вифлеем и нашли в пещере праведного Иосифа и Богоматерь с младенцем, лежащим в яслях. Поклонившись Христу, они поведали все, что им открыл ангел Господень, и все слышавшие дивились тому, что рассказали им пастухи. В те дни с востока в Иерусалим пришли волхвы и начали спрашивать: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Об этом прознал царь Ирод и сильно встревожился. Пригласив первосвященников и книжников, он спросил у них, где должен родиться Христос.
Вспомнив слова из книги пророка Михея, они ответили ему: в Вифлееме. Тогда коварный царь попросил у волхвов узнать все о младенце и рассказать ему, чтобы и он мог поклониться родившемуся Христу. И вот звезда, которую волхвы видели на востоке, привела их к дому, где находилось святое семейство. Войдя в дом, они пали на колени перед Богом-младенцем и принесли ему дары: золото, как царю, ладан, как Богу, и благовонное масло смирну, как смертному человеку, так как смирну используют при погребении. Поклонившись Христу, они отправились в свою страну, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду. Праведный Иосиф тоже получил во сне повеление от ангела отправиться из Вифлеема в Египет. Тем временем царь Ирод, не дождавшись возвращения волхвов, сильно разгневался и приказал убить всех младенцев в Вифлееме от 2 лет и ниже. И Вифлеем наполнился горьким плачем матерей, лишившихся своих детей. Так один человек исполнил целый город слезами. И один младенец исполнил целый мир радости, но эти слезы были временными, а мир и радость, принесенные нам Христом, вечны. Спаситель говорит: не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Убиенные царем Иродом младенцы почитаются церковью как мученики Христовы, а участь жестокого царя плачевна. Говоря о Рождестве Христовом, мы должны помнить о том, что это таинственное событие выходит за рамки человеческой истории. Оно вне времени и имеет непосредственное отношение к каждому из нас. Каждый христианин, согласно церковному учению, должен, подобно Богоматери, послужить делу воплощения Христа в нашем мире. Это боговоплощение должно произойти в душе человека. Но будем помнить и о том, что Сын Божий соизволил воплотиться не в горделивом блеске царского дворца, а в убогой пещере. Подобно этому, явление Христа в человеческой душе возможно лишь при условии смирения человека, поскольку Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Сошел к нам тот, к кому мы сами не смогли подняться.